Горное плато Лусьерра находилось высоко в горах, среди облаков. Там, на высоте 2000 метров, ветер гудел в ущельях, а по утрам туман покрывал жесткую траву, и капли блестели, как серебро. Много лет по этим лугам ходили дикие лошади. Они протаптывали тропы среди больших камней и обходили глубокие ямы, оставшиеся после древних ледников. В одном табуне жила черная кобыла по имени Тень. Она была крупной, с блестящей шерстью и очень темными глазами. У нее было 2 жеребенка, гнедой жеребчик по кличке Вихрь и светло-серая кобылка по имени Росинка. Вихрь родился раньше. Он был смелым, любопытным, с вечно взлохмаченной челкой и всегда совал нос туда, где опасно. Росинка была младше, спокойная и осторожная. Она старалась держаться рядом с матерью, но в ее глазах тоже светилась упрямая искорка. Утро началось обычно. Солнце только появилось над вершинами, и табун медленно пошел к воде, которая находилась в низине между скал. Тень шла впереди, настороженно прислушиваясь, а жеребята резвились позади. Они покусывали друг друга за шеи. Вихрь, как всегда, пытался убежать в сторону, где пахло дикой травой, но Росинка коротко ржала, звала его обратно. Вдруг небо потемнело, и с гор налетел сильный ветер. Это была сильная гроза. В этих местах такие бури достаточно опасны. Они появлялись очень быстро и несли с собой дождь, град и страшный грохот. Табун испугался и бросился вниз, к защищенным ущельям. Тень побежала за остальными, но на полпути поняла, что же ребята отстали. Она резко развернулась и крикнула, и в тот же миг земля под ее передними ногами обвалилась. Под ней оказалась старая шахта, заброшенная еще с давних времен. Кобыла упала в черную яму и с глухим ударом приземлилась на каменистое дно на глубине 2 метров. Жеребята, которые бежали следом, остановились у края. Поначалу они не поняли, что случилось. Вихрь замер, приподняв уши, а Росинка испуганно заржала и затопала тонкими ножками. Из темноты донесся тяжелый вздох Тени. Она была жива, но не могла пошевелиться. Шахта была узкой, стены крутыми и осыпались, и выбраться кобыла не могла. К тому же ее правая передняя нога застряла между 2 камнями, а из раны текла кровь. Дождь лил, как из ведра. Вихрь заметался по краю, ища спуск, но скользкая земля осыпалась под его ногами. Росинка, дрожа от холода и страха, припала к земле, вытянула шею над ямой и стала громко и печально звать. Так дикие лошади кричат, когда зовут на помощь. Ветер заглушал ее голос, но она не замолкала. Вихрь же решил действовать по-другому. Он помчался вниз по склону, туда, где виднелась тропа к домику лесников. Он бежал, спотыкаясь о мокрые камни, ранил ноги об острые края, и его отчаянное ржание разносилось по горам. Иногда он останавливался, оборачивался на сестру, которая осталась у ямы, и снова бежал, будто знал, только человек сможет помочь. В тот день на кордоне дежурил старый лесник по имени Матеа. Он прожил в этих горах больше 40 лет и знал все тропы и каждый необычный звук. Когда сквозь шум грозы он услышал далекое, полное отчаяния ржание, он нахмурился. Такие крики не сулили добра. Он накинул плащ, взял фонарь и веревку и вышел под дождь. Через несколько минут он увидел мокрого, дрожащего вихря, который метался перед ним и толкал его носом. «Ты меня ведешь?» — спросил Матеа, и жеребенок, будто поняв, сразу развернулся и побежал назад. Лесник пошел за ним, и вскоре они оказались у шахты. Росинка все еще стояла там, прикрывая край ямы своим маленьким телом. Увидев человека, она не убежала, лишь коротко всхлипнула и кивнула головой вниз. Матеа осторожно заглянул в провал. Свет фонаря показал тень. Она лежала на боку, тяжело дышала, ее бок вздымался, а из-под камня сочилась кровь. Положение было опасным. Если ногу не освободить, кобыла умрет от потери крови. Матеа знал, что спускаться одному рискованно, стены могли обрушиться. Но другого выбора не было.
Он закрепил веревку на большом камне и начал осторожно спускаться. Жеребята замерли, не дыша, следили за каждым его шагом. Вихрь стоял у самого края, дрожал, но не уходил, а росинка тихо скулила, будто пыталась подбодрить мать и спасателя. На дне Матеа принялся за работу. Он подложил под камни, которые держали ногу, куски веток, чтобы те не сдвинулись, и начал понемногу расшатывать тяжелую глыбу. Пот смешивался с дождем на его лице. Тень не сопротивлялась, она только смотрела на него влажными, благодарными глазами и иногда пыталась лизнуть его руку. Прошло почти 2 часа, прежде чем камень поддался. Матеа изо всех сил отодвинул его, освобождая ногу. Кобыла вздрогнула от боли, но тут же попыталась привстать. Нога была сильно порезана, но, к счастью, кость не сломалась. Лесник туго перевязал рану своей рубашкой, поддерживал голову лошади и шептал ей успокаивающие слова. Теперь надо было поднять 300-килограммовую лошадь наверх. Матеа достал рацию и вызвал помощь. Жеребята не уходили. Вихрь, видя, что мать шевелится, начал нетерпеливо бить копытом по земле, а росинка легла у края ямы, свесила голову вниз и тихо ржала, будто подбадривая. Через час приехали лесники с лебедкой. Тень уже пыталась встать на 3 ноги. С помощью троса ее осторожно подняли на поверхность. Когда она, пошатываясь, сделала несколько шагов, жеребята бросились к ней. Они обнюхивали ее, касались носами, прижимались к мокрому боку. Вихрь посмотрел на повязку и тихо фыркнул, а росинка уткнулась в мамину шею и замерла, будто боялась отпустить ее хоть на мгновение. Тень подняла голову и посмотрела на Матеа. В ее взгляде было столько благодарности, что слов не надо. Лесники переглянулись, они видели многое, но чтобы дикое животное так доверяло человеку, было редкостью. Матеа погладил тень по мокрой гриве и сказал: «Ты сильная, мама. И твои малыши — настоящие герои. Без них я бы не нашел тебя так быстро». Он знал, что за раной надо будет следить, но главное было сделано, жизнь спасена. Кобыла медленно, но уверенно повела жеребят вверх по склону, туда, где сквозь разрывы туч уже пробивалось солнце. Вихрь бежал впереди, гордо подняв голову, будто это он только что победил бурю. Росинка держалась рядом с матерью, ее серая шерстка блестела от капель, но в глазах больше не было страха. Они шли по мокрой траве, оставляя следы, которые вели из темной ямы к свету. Гроза уходила на восток, и горное плато снова наполнялось тишиной. Но теперь в этой тишине слышалось что-то важное — упорство, любовь и вера, что даже в самой большой беде есть кто-то, кто поможет. А вдалеке, у своего домика, Матеа смотрел им вслед и улыбался. Он знал, что эту историю надо рассказывать, потому что такие чудеса не должны забываться. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!